Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня видео из серии «Цветочные будни». Я решила некоторых своих малышей перевести на фитильный полив. Кстати, эксперименты по фитильному поливу мы проводим уже примерно год. Результаты нас очень и очень радуют. На днях появится пост на сайте, где мы подробно расскажем и покажем, как перевести антуриум на фитильный полив. А сегодня я хотела бы пересадить вот это растение. Это Red Coral. Растет он из пенька, как видите, листик у него уже с дефектами. Я так предполагаю, что пень, скажем так, уже изжил себя и просто травит растение. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, в принципе, так оно и есть. Вот у нас здесь, вот он пенечек. Вот он. Вот видите, пенек. И здесь у него уже, посмотрите, какие корни. А малыш, который дал этот пенек, вполне жизнеспособное растение, имеет свои корешочки. И я так думаю, что развиваться сможет самостоятельно. Поэтому сейчас мы этот растение отделим от пенька. Так, главное найти, где он у нас здесь крепится. Ага, вот он. Аккуратненько отрезаем. Все, пожалуйста. Посмотрите, какие корешочки у него хорошие. Так что думаю, что сам он сможет отлично развиваться. Так, и далее мы его переведем с вами на фитильный полив. Растение к посадке готово. Срез я обработала перекисью водорода. Для фитиля я буду использовать обычный шнур полипропиленовый, диаметр которого 3 миллиметра. И вот такой горшочек. Маленький горшочек. Днище оснащено отверстиями. Чем их больше, тем лучше. Отверстия нужны для вентиляции. Можно, конечно, установить фитиль вот таким образом. То есть пропустить его через два отверстия. Вот получается так. И вот таким образом хвостики висят. Но я использую другой способ. Я его, кстати, подсмотрела у Кармы Планс. Вот именно с этого горшочка, кстати, все и началось. Видите, его горшок этой компании. То есть здесь я делаю отверстие, так, крест-накрест, и вставляю туда фитиль. Все это делается очень быстро и очень легко. Так, вытаскиваем. Вот так получается. Смотрите, это очень маленький горшочек, поэтому фитиль, если вот будут стоять так, ничего страшного не случится. Вот. Если же горшок уже большой, то тогда, конечно, надо будет укладывать под днищу горшка. Итак, я вам показала, но вставлю я все-таки сюда другой шнур. Это шнур сухой, поэтому его лучше не использовать. Предварительно фитиль лучше замочить в воде, чтобы он был такой. То есть повторяем процедуру. Вытащили. Все, горшочек у нас готов. Теперь про грунт. Грунт для фитильного полива мы используем чуть-чуть другой концентрации. То есть у нас здесь получается, что кокосовый субстракт мы используем в средней фракции. Его надо 2 части. И 1 часть у нас верхового торфа. Поэтому фракция у нас получилась, вот видите, какая. Вот. Все как обычно. Грунт у нас влажный, но не мокрый. Видите, еще раз вам покажу. Сфокусируется сейчас камера на нем. Вот. Можно использовать также
добавлять сюда кокосовое волокно. Итак, насыпаем. Фитилек туда укладываем. Лучше. Засыпали. Теперь погружаем наше с вами растение. И свободное пространство подсыпаем грунтом. Все, в принципе, как обычно мы делаем. Вот так. Отлично. Добавим сюда чуть-чуть. Все. Растение у нас посажено. Далее берем обычный пластиковый стаканчик. Вот. И вот так вот, смотрите, он как удобненько, хорошо смотрится. Сюда растение погружаем. Для фитильного полива я использую чистую воду из фильтра обратного осмоса. pH ее в районе 6. Кстати, это очень важно. Наливаю, погружаю растение. Маловато налила, надо чуть больше. Вот так. Оп. Надо смотреть так, чтобы... Так, я сейчас вам покажу. Чтобы кончики фитиля были погружены в воду. А между днищем горшочка и водой было воздушное пространство. То есть для вентиляции. Растение у нас посажено. Отличная, кстати, получается конструкция. Потом для пересадки я буду использовать вот такие горшочки. Вот, уже приобрела. Очень удобные, хорошие. Также отверстий достаточно в них. Итак, обратите внимание. Все лишнее поубираю здесь. Оп. Вот наш красавчик. Я ранее уже пересадила растения. Обратите внимание, что вот эти два растения, они также были пересажены таким же методом, то есть земляной ком я у них тормошила. Поэтому я налила им чистую воду, без удобрений. Это же растение было пересажено методом перевалки, поэтому здесь я подлила ему уже питательный раствор. Методом перевалки, то есть я вытащила растение, удалила сбоку грунт, сверху и уже добавила свежий субстрат. Вот такие растения у нас получились. Дорогие друзья, больше сейчас информации у нас будет на форуме, на сайте на нашем. Поэтому, пожалуйста, заходите, знакомьтесь. Кстати, у нас в группе очень много участников, в группе Telegram, очень грамотных, знающих, которые дают очень хорошие советы. Кстати, одна из участниц нашей группы, Елена, она самостоятельно проводила эксперименты по выращиванию антуриума на фитиле. И у нее тоже есть очень отличные результаты, свои наработки. Кстати, о ее экспериментах можно уже сейчас ознакомиться на нашем форуме. Ссылочку я оставлю в описании к видео. Пересадка закончена. До свидания. Всего вам доброго.